акрил, кашемир, шерсть одного, второго, третьего животного. А можно мне просто купить хорошие теплые вещи на зиму? Именно эта мысль не давала мне покоя. Каждый пишет, что его материал лучший, премиальный, при этом одна кашемировая шапка стоит 4000, другая 20. Тут я понял, придется разбираться. Это выпуск про теплые вещи на холодную зиму, где я расскажу о материалах, сравню акрил, кашемир и шерсть, и расскажу о плюсах и минусах каждого материала. Ну и конечно же, в прошлом выпуске вы проголосовали за то, чтобы я рассказал о своем выборе теплых зимних аксессуаров и поделился своими находками. Сказано, сделано. Смотрите ролик до конца, и вы узнаете не только про сравнение материалов, но и магазины, в которых я заказал вещи. Что это за вещи, с указанием всех цен и доставок. Что немаловажно. Максимально познавательный выпуск. Сразу оговорюсь, вещи, которые я заказал, находятся еще в пути, поэтому давайте сделаем так же, как в прошлом видео. Если вы проголосуете за, то как только вещи придут, я сниму на них детальный обзор. А если у тебя возникает вопрос, какого черта ты снимаешь видео на вещи, которые ты еще не получил? Отвечаю. Во-первых, основной упор в этом видео сделан на материалах. Соответственно, после видео вы можете самостоятельно искать эти вещи. И во-вторых, если я сниму это видео после того, как мне придут вещи, то у вас уже не будет времени подготовиться к зиме. Поэтому мотайте инфу на ус, кто захочет, тот закажет. С вами Адамов, приятного просмотра. Что важно при покупке зимних вещей? Материал должен иметь хорошее согревающее свойство, быть устойчивым к влаге, износу и усадке, что звучит достаточно логично. Такие требования, я думаю, у каждого, кто готовится к зиме. На примере шапки Бини я расскажу о материалах, между которыми я выбирал. Насколько вы знаете, большинство полок магазинов заполнено шапками из акрила. Акрил — это мягкая и одновременно легкая ткань, изготовленная из волокон, полученных синтетическим путем. Он не мнется, на ощупь приятный и мягкий. Хорошо переносит химчистку, трудно впитывает влагу, что важно для сохранности верхней одежды. Быстро сохнет, идеально подходит для окрашивания. Его пряжа напоминает шерстяные, за что акрил прозвали искусственной шерстью. Однако у него есть свои недостатки. Он не обеспечивает достаточную воздухопроницаемость, поэтому не впитывает влагу и создает эффект духоты. Может растянуться при стирке, в процессе носки часто скатывается. Электризуется из-за сухого воздуха, под воздействием света превращается в более жесткий, сухой материал. Эта ткань легко впитывает жиры и масло, после чего его трудно отстирать, поэтому акрил редко используется самостоятельно, чаще в сочетании с другими тканями, предпочтительно с натуральными. В общем, это базовый материал, который был изготовлен как экономный и практичный. Но шапку из акрила я не рассматривал, потому что такая у меня уже есть. И теперь я хочу взять действительно теплый вариант. Мой выбор был между кашемиром и шерстью. Начнем с кашемира. У меня было заблуждение, что кашемир — это высококачественная овечья шерсть. На самом деле кашемир — это пух, и не овцы, а высокогорные козы. Раньше таких коз разводили в провинции Кашмир, на границе Индии и Пакистана, отсюда и название. Резко континентальный климат вынудил животных в процессе эволюции обзавестись не только плотной верхней шерстью, но и дополнительным слоем мягкого и теплого пуха. Именно из этого пуха, который выщипывают в период линьки, изготавливается кашемир. Теперь помимо родины таких коз разводят в нескольких странах, в том числе и в России. Но нет ничего лучше кашемира из Монголии. Объяснение этому простое. Климат Монголии экстремально суров. Это высота в несколько тысяч метров над уровнем моря, огромные перепады температуры и сильный ветер. Кашемир в 8 раз теплее шерсти, но при разведении кашмировых коз в других странах их пух теряет свои полезные качества. Только суровый климат Монголии делает возможным образование у коз необходимого подшерстка. Тонкие ворсинки очень легкие, потому что они полые внутри. Они создают воздушную тепловую защиту. Обратная сторона мягкости и высочайшего качества кашемира – относительная недолговечность изделий. Чистый кашемир довольно быстро скатывается в швах и в некоторых местах полотно вытирается. Это заставляет производителей добавлять кашемировой нити другое волокно – вискозу, шелк, мериносовую шерсть. Какой итог?
покупая кашемировую шапку даже люксового бренда за десятки тысяч рублей, у меня не будет гарантии того, что это тот самый монгольский пух. И самое главное, это то, что кашемир жутко капризный и совершенно непрактичный материал. За ним нужно учиться правильно ухаживать, что в данном случае мне не подходит. И тут мы подобрались к самому подходящему варианту – шерсти. Итак, шерсть из мериноса. Меринос – это уникальная порода овец, разводимых ради тонкорунной шерсти высокого качества. Мериносовую шерсть не просто состригают овцы, а состригают с области холки, где она особенно хороша. На сегодняшний день наибольшая часть популяции сосредоточена в Австралии и Новой Зеландии. Одной из важнейших характеристик шерсти является толщина шерстяного волоса. Большое значение имеет также извитость, то есть линейная неровность волоса. Чем меньше диаметр волос, тем большее количество микроскопических воздушных полостей они создают, а значит удерживают больше воздуха. Поэтому, чем шерстяной волос тоньше, тем теплее изделие. Из всех видов овечьей шерсти самым тонким волосом обладает именно шерсть мериноса. Соответственно, вещи из мериносовой шерсти можно считать наиболее теплыми. Обычная шерсть 25-40 микрометров. Мериносовая шерсть 14,5-25 микрометров. Теперь ее ключевые особенности. Это единственная шерсть, которая не вызывает аллергии. Далее ее тепловые свойства при малом весе и способность, не намокая, эффективно отводить испарение от тела. Несмотря на свою тонкость, волокна обладают значительной прочностью. И напоследок, это мягкий материал с лечебными свойствами. Казалось бы, все. Выбор очевиден, но тут я пошел дальше и наткнулся на шерсть из альпаки. Альпака – теплая и роскошная ткань, сочетающая в себе целительные свойства шерсти верблюдов и мягкость шерсти лам. Альпаку никогда не красят, она имеет 22 природных оттенка, которые в цветовой палитре начинаются от чисто белого до черного. Она выделяется повышенной легкостью и долговечностью. По своему строению шерсть альпаки гладкая, поэтому изделия из нее очень мягкие и при соприкосновении с телом человека не вызывают дискомфорта. Ткани, сделанные из альпаки, не вытягиваются и не мнутся, они стойки к загрязнениям. Изделия из этого вида шерсти не подвергаются скатыванию и сваливанию. К тому же данная ткань не вызывает аллергических реакций и обладает антисептическими свойствами. Шерсть альпаки известна еще и тем, что она защищает как от холода, так и от жары. Вещи, сделанные из такого вида ткани, комфортны при любых погодных условиях. Летом в них не жарко, а зимой не холодно. Единственный ее недостаток – высокая цена. Теперь о разнице между шерстью альпаки и мериноса. По сравнению с шерстью овец, волокна альпаки в 3 раза прочнее и в 7 раз теплее. Пряжа альпаки более гипоаллергенна, чем мериносовая, из-за своего состава и гладкости. В составе альпаки отсутствует животный жир ланолин, что позволяет ей меньше загрязняться. Волокна альпаки более прямые и гладкие, чем у мериноса. Овечья шерсть имеет чешуйки, поэтому иногда колется. Уход за изделиями из альпаки проще, чем из овечьей шерсти. При стирке они не дают существенную усадку и быстрее сушатся. Альпака практически не намокает, в отличие от мериноса. Она имеет водоотталкивающие свойства, но при этом отлично впитывает влагу. Теперь, когда выбор сделан, расскажу еще одну важную деталь. Шерсть альпаки, как известно, является одним из самых мягких волокон и доступна в различных вариантах. Среди них есть бэби-альпака – волокно альпаки, обеспечивающее максимальную мягкость и тепло. Запомните, качественные товары из альпаки делают в Перу. Следовательно, будем искать вещи, сделанные там. Я остановился на волокне бэби-альпака, потому что Royal Baby я не нашел. Так что если кто-то наткнется, то делитесь своими находками в комментариях. Сразу поясню термин бэби-альпака. Это не значит, что стригут детеныши альпаки. Это очень тонкое волокно, которое представляет собой самую мягкую часть волос альпаки. Чтобы вы понимали, бэби-альпака часто сравнивают с шелком из-за его мягкости и комфорта, но она мягче и теплее. Теперь, когда мы разобрались с материалами, можно переходить к магазинам, которые продают качественные материалы из альпаки. Итак, первый магазин — это Belpega. Они производят носки, шарфы, перчатки, пледы и, самое главное, шапки. Все из материала бэби-альпака. У них представлено 2 модели шапок: Tauba Head 58 евро и Carry
69 евро. Пообщавшись со службой поддержки, я выяснил, что разница исключительно в плетении. По всем свойствам шапки идентичны. А теперь главный нюанс. Сейчас мне сказали, что доставки в Россию нет, но собираются открыть ее на следующей неделе. Так что на момент выхода этого видео проверяйте, изменилось что-то или нет. И наконец, второй магазин, в котором я смог купить все необходимое. Purely Alpaca. Шапка состав Baby Alpaca 100%, плюс внутри дополнительный слой из флиса. Насколько я понял, такие шапки используются при экстремальных условиях, например, при гонках на собачьих упряжках. Я, конечно, такого не планировал, но с такой шапкой почему бы и не начать. Цена $40 или 2800 в рублях. Просто чтобы вы понимали разницу, в Москве шапка составом 70/30. Не Baby Alpaca, а неизвестно какой альпаки, с нейлоном стоит в районе 11 тысяч рублей. Следующий лот – защита шеи. Из той же коллекции 100% Baby Alpaca и флисовым подкладом – $32 или 2300 рублей. И последние перчатки. Невероятно прочные и теплые. Внешняя часть из мягкой воловьей кожи. Внутри 80/20 альпака и нейлон. Отсюда и такая цена – $65. Это чуть больше 4500. Все вещи, которые я заказал, имеют дизайн США, производства Перу. Имеется большое количество способов доставки. Например, до Москвы цены начинаются от $24 до $100, так что вариативность присутствует. Ребята работают оперативно, в 7 вечера я сделал заказ. В 10 вечера мне уже пришло письмо, что посылку отправили. Кому-то могут не понадобиться настолько теплые вещи, поэтому я и оставил ссылку на магазин, который только-только открывает доставку в Россию. Например, там у шапки нет флисового подклада, как у моей. Надеюсь, этим видео я помог вам разобраться с материалами, а если помог еще и с выбором вещей, вообще замечательно. Напиши в комментариях, нужна ли тебе такая теплая одежда, или каких материалов тебе достаточно. Ну а я теперь смогу устраивать длительные прогулки с собакой, а там, глядишь, и дело до гонок на упряжках дойдет, если в этом году снега будет достаточно. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. С тобой был Адамов. Пока-пока.